Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, потому что, судя по открытию по ВИКСу, по деривативам СФД, которые торгуются, можно сделать очень интересный вывод и, возможно, достаточно смелый. Давайте возьмем недельный таймфрейм по ВИКСу, индекс страха, ужаса, ужаса и волатильности. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что вот исходя из всей этой конструкции, которая образовывается с 2020 года, у нас здесь произошел разворот. Соответственно, отсюда, где-то от июля, начала-середины июля текущего года идет разворотная формация, у которой цель движения, для начала сходить куда-нибудь вот сюда, вот на 57, потом переписать вот этот хай, который недавно был достигнут. Но смотрите, что здесь интересно. Интересно здесь то, что закрытие на прошлой неделе, оно абсолютно четко указывает на то, что в ближайшее время, до 18 октября, скажем так, до 18 октября, вот эта вся чудная конструкция переходит в консолидацию. То есть, вот мне сегодня с утра надо было взглянуть на ВИКС, я взглянул, уже это после 10 часов, то есть то, как было открытие, оно позволяет сделать вывод с высокой степенью вероятности, что пока ничего не громыхнет, пока все будет спокойно, и, скорее всего, вот это закрытие квартала, которое на этой неделе должно случиться, оно пройдет достаточно мягко. Вот. Конечно, здесь есть очень сильно беспокоящий фактор, точнее их два. Первый – это Китай, который может самострел сделать в любой момент. И второй – это энергетический кризис в Европе, который уже вся Британия охвачена таким энергетическим кризисом, когда коммунальные сетевые компании не могут нормально выполнять обязательства из-за роста цен на газ 15%, в 15 раз, прошу прощения, по сравнению с 2020 годом. Соответственно, здесь в любой момент может возникнуть энергетический коллапс. Если не подают электроэнергию, то, соответственно, останавливаются заводы, предприятия, они вынуждены отправлять людей в отпуска где-то в оплачиваемые, где-то в неоплачиваемые. Но в любом случае, если они остановились, за это кто-то будет платить, это убытки. Это может платить капиталист, грубо говоря, который владеет, могут платить люди, которые в бессрочный отпуск отправили или вообще сократили. Но в любом случае это убытки, которые будут давить европейскую экономику в ближайшее время. Вот, казалось бы, надо для того, чтобы перезапустить экономику, надо сменить технологический цикл, перейти на зеленые технологии. Для этого надо что сделать? Первый железный шаг, который делается, это полный отказ от угля, вообще наглухо. Начали отказываться от угля, имеем газовый коллапс, имеем перебои в энергетическом секторе, имеем непонятно, что дальше. Вот такая красота может в жизни происходить, если делать резкие шаги в макроэкономических вопросах. Итак, друзья, резюмирую. ВИКС сегодня с утра шепнул на ушко, что до 18 октября, до 17 октября кризис откладывается, ничего страшного не будет. Рынок, система динамическая. У нас есть масса рисков, которые я озвучил, есть еще конец квартала, есть еще не очень хорошая отчетность по Фидексу и, по-моему, Найку, который указывает на то, что идет схлопывание, сокращение экономической активности. Но, тем не менее, если опираться на сигнал, который сегодня с утра дал ВИКС, как срок, то, соответственно, до 18 октября нас ждет затишье. Так, друзья, вот такие страшные статьи пошли о энергетическом кризисе в Европе для пущего нагнетания. Вот такие вот фотографии, когда все во тьме, ужас вокруг и так далее и тому подобное. Ситуация действительно очень непростая, очень неоднозначная. Она ведет к тому, что будет нарастать коллапс. И, к величайшему сожалению, это будет не только в Европе, но и в Китае. Текущая проблема Европы заключается в энергетическом секторе, вот в этом. В Китае энергетический сектор это может послужить фаталити вообще всему тому, что есть в Китае. Потому что китайская экономика, которая благодаря командной системе, в определенных местах, когда проблемы возникают, перехватывается, ретушируется, закрывается, она пока что
вроде бы выглядит не так ужасно, но это только пока. Там проблем значительно больше, чем у Европы и Америки вместе взятых. Ну и текущая ситуация с газом, которая возникла из-за перехода на так называемую зеленую энергетику, она не внушает оптимизма. Потому что, исходя из этой ситуации, ну, в общем-то, здесь просто вырисовывается, во всяком случае, для меня энергетический кризис. Потому что либо будет пересмотрено отношение к углю, либо надо какими-то мега огромными шагами внедрять те же ветряки, те же солнечные батареи. Но я думаю, здесь процесс будет растянутый, и поэтому придется давать слабину углю, отменять или пересматривать углеродные налоги, потому что иначе это будет обвал. Обвал начнется с Китая. Китай уже захлебывается от того, что взялся, ну, для того, чтобы показать себя прогрессивной страной, вводить ограничения по выработке электроэнергии. Крипту разогнал в том числе и поэтому, хотя не только поэтому. И, соответственно, вот текущая ситуация указывает на то, что мы на пороге полномасштабного энергетического кризиса. Вопрос только в том, когда этот кризис произойдет. Потому что текущая ситуация указывает на то, что он неминуемо должен произойти вот этой зимой 2020-2022 года. ВИКС указывает, что пока что ситуация стабилизируется до середины октября. Но с другой стороны, как бы здесь все факторы, они показывают на то, что ужас на подходе. Так, друзья, давайте перейдем к российскому рынку, посмотрим текущую ситуацию, какие есть на сегодня идеи и к чему все это ведет. Ну, смотрите, у многих, возможно, создается такое не совсем правильное впечатление, что ну вот, да и черт с ними, пусть они там без газа что хотят, то и делают, у нас-то есть газ, нефть, и мы заживем. Но я хотел бы предостеречь от такой необоснованной позиции, потому что если рассматривать возможности для роста котировок «Газпрома» и «Новатэка», действительно здесь возможностей очень много. И с такой ситуацией мы 1000 можем уже зимой увидеть по «Газпрому», с учетом динамики развития. Но проблема заключается в том, что мир, он стал цельный, он взаимосвязан, он глобализован. И поэтому эти цены, они затронут и Россию в том числе. Проблемы с топливом затронут и Россию, это раз. Следующий момент. Вот эти все сбои логистических цепочек, сейчас сбои энергетического сектора приведут к тому, что стоимость товаров и услуг баснословно начнет расти. Ни о каком сбавлении темпов инфляции речи не будет. Вот все как было весной этого года, летом, в июне, как я говорил, что все это придет к галопирующей инфляции, возможно, даже гиперинфляции. Вот именно в таком ключе все это и развивается. Соответственно, здесь, как мне видится, вот совокупность инфляционного давления очень сильного и отсутствие восстановления экономики и рынка труда вынудит ФРС в какой-то момент, не сейчас, попозже, предпринять достаточно резкие меры по сворачиванию внезапному выкупа облигаций и, возможно, даже увеличению ставок. Как только это будет сделано, все к черту рухнет. И мы получим полноценные 30-е годы 20 века со всеми вытекающими последствиями. Я хочу верить в то, что все будет хорошо, что действительно как бы человечество оно развилось, там новые технологии, в том числе финансовые. И все это дело проскочится, никаких сбоев, ничего не будет. Но смотрите, есть закон сохранения энергии. Ничего ниоткуда не возникает. Если происходит какой-то сбой, этот сбой должен до логического конца дойти, чтобы то, что являлось препятствием, оно разрушилось и потом заново собралось. Все кризисы, которые до этого были, они все протекали с обвалами в той или иной степени. И иногда даже не с одним обвалом, если рассматривать движение котировок на биржах. И поэтому здесь, с этой точки зрения, данный кризис, скорее всего, я так полагаю, он себя не исчерпал. Слишком много факторов указывает на W-образный сценарий, на то, что первое дно, оно будет не такое тяжелое, которое было в марте 2020 года, как второе. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что тут у нас по графикам. Так, S&P, ну сегодня он, судя по всему, консолидируется. В 15:30 будет статистика.
И, соответственно, вот эта американская статистика, она ситуацию может разрядить. Но пока что здесь ничего темных туч не предвещает. Движение в боковике. Так, друзья, далее крипта, эфир, дневной таймфрейм. Но здесь четко идет движение наверх. Четкое. Вот опять же, если не будет пробит 2500-2580, вот этот диапазон, то вот отсюда мы прямо движемся, пойдем, ну, как минимум, наверное, в район 3940, возможно, переписывать вот этот максимум. Опять же, здесь масса негатива идет по крипте, масса нагнетаний, там репрессий со стороны Китая, со стороны ФРС. Вот. Но действительно, она пока находится в боковике. Для того, чтобы вот это движение наверх состоялось, необходимо уверенное пробитие уровня 3180-3200. Как только здесь будет пробой и он закрепится, сразу пойдет движение. Так, друзья, далее евро-рубль. Давайте посмотрим. Здесь у нас фьючерс, дневной таймфрейм, соответственно, пробита нижняя граница 86 600, 86 550. Соответственно, сейчас идет движение, у которого цель, ну вот сюда еще немножко, 86 100 сходить и отработать. Далее, если здесь сейчас начнется увязание, не пойдет дальнейшего движения вниз и пробоя 85 600, то мы отсюда обязательно отскочим. И цель отскока сегодня, завтра, послезавтра 86 950. Вот сюда, к этому значению. То, что касается ситуации just now, ну, смотрите, пока что идет укрепление рубля против евро. Никаких разворотных формаций, если опираться на данные часовика, сейчас 11:54 по Москве, здесь не наблюдается. Так, друзья, далее Росгидро, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь в рамках того, что Европа и весь мир стоит на пороге энергетического кризиса из-за ситуации с газом, точнее, из-за ситуации с переходом на зеленые технологии, отказа от угля, которая привела к дефициту и мощнейшему росту цен на газ. Соответственно, это компания, которая будет в числе бенефициаров вот этой нехорошей ситуации, потому что она от газа не зависит, она зависит от движения воды в реках. Ну и здесь, соответственно, с учетом того, что происходит, если мы не сталкиваемся с массированным обвалом, то у нас на середину этой зимы по Росгидро будет 96 копеек сделано и переписано. Сейчас вот идет речь о пробое уровня 81,5 копейка. Как только он пробивается и закрепляется, отсюда быстро пойдет движение в район 83 копеек. Вот сюда, вот к этому значению. На сегодня по Росгидро, как мне видится, будет движение вот в этом диапазоне, консолидация и попытка пробития и закрепления уровня 81,50. Так, друзья, ну с Газпромом, мне кажется, ситуация вполне очевидная. Переписывание исторического хая уже не за горами. Вот мы не так давно получили меточку по нему. Это 320-319 диапазон. Соответственно, если здесь не возникает пробития в результате отката, вот это движение вверх, оно будет продолжаться. Куда? Ну, первая цель 369, далее 450 и потом, возможно, и на 1000 загонят. Опять же, я не фанат Газпрома, но если вот эта ситуация с газом, она хотя бы, исходя из линейной аппроксимации, будет также развиваться, то такое движение, оно просто неизбежно будет. Но это просто в силу того, что цена на газ сохраняется, или же цена на газ продолжает также расти. Вот. Поэтому здесь цена на газ, она может послужить очень хорошим драйвером. Опять же, для российской экономики в этом ничего хорошего не будет. И для конкретно каждого человека. Но вот акции «Газпрома», они могут очень мощно продолжить свое движение, даже несмотря на то, что они перепишут этот максимум. Так, друзья, ну на сегодня, что касается движения по «Газпрому», здесь у нас будет консолидация в диапазоне. У него новый диапазончик появился 346-353. Соответственно, он вот здесь консолидируется. Если он 346 не пробивает, то это будет вообще чудесно. Значит, сегодня-завтра уже будет взято 369. Ну, до конца этой недели. Так, друзья, далее Новатэк. Новатэк, новая золотая жила на нашем рынке. Ну, смотрите, здесь текущая ситуация идет коррекционный откат. Ничего в этом страшного нету.
Глобально вот здесь у него уровень 1800-1760. Если этот уровень не пробивается в результате откатов, то Новатэк первую цель отрабатывает тестирование 2030 и потом уход наверх. Куда? Да куда угодно. С такими ценами на газ и продолжением сложившейся динамики он может куда угодно уйти. Так, друзья, ну вот так выглядят цены на газ. Движение идет в диапазон 6,5-6,7. Вот этот уровень 5, он был удержан, все здесь освоили, соответственно, высока вероятность того, что движение, ну, как минимум на 6,5 оно продолжится. Так, друзья, далее ВТБ, подоспел и ВТБ, соответственно, вот уровень 5,1 копейка, он его прошил вообще на вылет. Соответственно, закрепление над этим уровнем поведет ВТБ на этой неделе. Ну, первая цель движения, вот она уже рядом, 5,32, и потом, соответственно, тестирование пробой уровня 5,5 копеек. Если возникает пробой уровня 5,1 и проторговочка, то вот этот рост будет отложен, и он уйдет консолидироваться вот в этот диапазон между двумя этими рыженькими линиями. Так, друзья, далее Яндекс, Шмандекс. Так, тут идет движение, цель которого тестирование и пробой уровня 6000. Ну, здесь, собственно говоря, чуть-чуть немножко осталось движение наверх. Вот абсолютно четко у него здесь есть уровень, который находится на 5650-5700. Соответственно, если этот уровень не пробивается, все откаты будут выкупаться и вести наверх будут, пока не пробьют и не перепишут вот этот максимум. Так, друзья, вот HeadHunter, интересная бумага, ликвидность не очень высокая, но как крипта по 5-7% в день ходит, бывает очень часто. Вот сейчас он пришел на уровень, который у него сильная поддержка, это 3600-3700. Соответственно, если пробоя в этом диапазоне сегодня-завтра не происходит, то отсюда инициируется движение, у которого цель будет 3960. Вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее Татнефть. Здесь ситуация предельно понятная, как у других нефтяных бумаг. 519 пробой закрепления. После этого следующая цель находится в районе 543-550. Вот здесь вот. Бумага очень сильно просела, соответственно, у нее очень много целей движения наверх. Хотя бы при сохранении текущих цен на нефть, она уже зимой вполне возможно сходит в район 600-620. Так, друзья, ну Лукойл, здесь ситуация тестирования и пробой уровня 7000. Как только данное движение возникает и закрепляется, то, соответственно, Лукойл улетает в космос. Но здесь есть один нюанс, который заключается в том, что если пробоя оперативно не происходит в течение нескольких дней, то мы отсюда получим коррекционный откат, у которого цель движения будет в районе 6400. Вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее вопрос был по магниту. Смотрите, 5800. Если мы пробиваем и закрепляемся, то магнит на этой неделе или на следующей просядет с целью движения в район 5370. Вот сюда, вот к этому значению. Если сегодня этот уровень устоит, то он консолидируется в этом значении и продолжит рост. Так, далее российский индекс RGBI стукнулись вот в этот сильный роковой уровень 143. Если его не пробиваем, это было бы очень и очень хорошо. Так, друзья, далее вопрос был по полиметаллу. Месячный таймфрейм беру. Ну, смотрите, здесь пока никаких сигналов на разворот нету. Падает и падает, валится и валится. Ловить падающий нож, стоит ли оно того? Первая точка остановки, которая может быть, 1200. Вот если вот это движение продолжается и в текущий диапазон от этого значения до 1200 не будет пробито, тогда отсюда возникнет консолидация и отскок. Первая цель отскока движения 1670, потом движение к этому хаю. Вот. Если здесь все-таки возникает пробой диапазона, то мы по полиметаллу увидим движение в район 950. Ну, падает и падает. Здесь как бы за что цепляться. Ну и вот, собственно говоря, дневка, по нему нисходящее движение продолжается пока непрерывно, и попытки разворота ничего не дают. Так, друзья, далее Озон, дневной таймфрейм. Чудесная картина у Озона, потому что ему идти ниже 3600 так и не дают. Ну а коли ему не дают идти ниже 3600, у него остается только одна дорога, это наверх, вот сюда, к этому значению 4250.
Но это будет после того, как сначала состоится движение на 3900 и потом пробитие 3960. Сейчас то, что касается сегодняшнего движения, здесь, скорее всего, будет консолидация в диапазоне 3660-3770. В случае пробоя вот этой границы 3810, его либо в тот же день, либо на следующий потянут вот сюда, к этому диапазону. Так, друзья, ну, в общем-то, наверное, все. Спасибо за внимание. Успешных торгов.